Друзья мои, всех приветствую на своем канале. Держу в руках настоящее сокровище. Это фаленопсис, который для меня является настоящим сокровищем. Я очень жду его цветения. Я очень надеюсь, что когда-нибудь я увижу у себя на стеллаже цветение этого прекрасного фаленопсиса. И он так и называется — сокровище Будды. Treasure Buddha. Ребята, покупала я это сокровище очень давно. Это где-то был 21 или 22 год. И вот с тех пор это сокровище не дает мне жизни, не дает мне покоя, постоянно с ним что-то происходит. Но я пытаюсь его вытянуть прям за уши. На нем испытаны мною разные средства, фунгициды разного вида, биологические, синтетические, не знаю, какие там бывают, разные. И вот сейчас только в очередной раз он начал меня радовать своими новыми чистыми листочками. Многие из вас мне так и пишут, что у вас то же самое происходит с этим сортом фаленопсиса. Я очень рада за тех, у кого получилось его адаптировать и зацвести. Похвастайтесь этим в комментариях. Мы посмотрим, кто это такие у нас счастливчики. Знаю, что у него красивый, ярко-огненный красный цветок, такой именно настоящий красный цвет. Он не прост в уходе, я это прочувствовала на себе. И знаете, я не отказалась от идеи его содержать у себя. И у меня была попытка его приобрести еще один экземпляр. И как назло, на протяжении многих месяцев мне это не удавалось. И так и не удалось. Каждый месяц от продавца приходило сообщение, уже я проплатила этот сорт, но он в первые сроки, когда были установлены первые сроки прибытия этого фаленопсиса от садовника, он не приехал. Садовник решил его подрастить. В итоге он не приехал ни через месяц, ни через 2, ни через 3. Сейчас обещают его еще через 2-3 месяца. В общем, я решила, что с меня хватит. Мне вернули оплату. Я решила, что вот именно эта судьба. И именно вот этот мой первый Будда Treasure должен меня порадовать своим цветением. Мы с ним немножечко подружились, надолго ли я не могу сказать, потому что очень часто бывает, что он вот так растет, растет. У меня так уже несколько раз было за эти годы. Вот он растет, растит листики. Я думаю, вот, ну вот еще один листочек. И он покажет носик цветоносика. Но не тут-то и было. У него начинаются какие-то странные метаморфозы на его листиках. Он покрывается какими-то странными пятнами. Эти пятна расползаются. Я поливаю фунгицидами. В итоге мы теряем лист за листом. Но вот сейчас я даже не буду его торопить, как я это обычно делаю. Говорю, ну пожалуйста, ну давай, давай. Все, я ему разрешаю отрастить красивую зеленую шевелюру. В общем, вот так, ребят. Вот такая вот история с моим Treasure Buddha, с моим сокровищем. Напишите свои истории в комментариях, если у вас есть такое сокровище. И сейчас я вам покажу еще одно свое любимое сокровище. Но это уже не Treasure Buddha, другой капризный фаленопсис. Не менее красивый, но который, в отличие от Treasure Buddha, у меня цвел. Это моя специоза. Специоза, которую вы все видели, как она красиво у меня цвела. Наблюдали цветение этой прекрасной орхидеи на канале. Но вот весной она почему-то решила вот так вот, ну и не умереть, но она покрылась вот такой вот непонятной бактериалкой или что это такое, я не знаю. И вы знаете, уже вроде после лечения у нее появились какие-то положительные тенденции, и с середины начал расти листик, но он полностью почернел и отвалился. Серединка вроде нормальная еще, плотная, но из нее пока ничего не растет.
Почему я не обрезаю цветоносы? У меня были такие советы: обрезайте цветоносы. Потому что я рассчитываю на то, что где-нибудь на одном из этих цветоносов может появиться детка, так как точки роста нет. Я ее поместила, видите, там топсин, она у меня заливалась пару дней назад, топсин М. Я разбавляла и заливала, вот она тут немножечко еще его попивает. Подтягивает коктейльчик из топсин М. В общем, я ее вытряхнула полностью из горшка и решила содержать ее в таких вот условиях на открытом воздухе. Периодически я замачиваю, вижу, часть корней, конечно же, усохла, но какая-то часть еще есть, ребят. Надежда есть, тургор есть, странные пятна не растут, но серединка сгнила. В общем, это моя очередная головная боль. Головная боль этого 2025 года. Моя специоза Purple Mountain. Ну, я надеюсь, что где-нибудь она на стволике, может, на цветоносе разродится новыми детками. Вот такая вот история. Кто спрашивал: Аня, как там ваша специоза? Вот еще одна капризюлька, ребята. Вот такая вот история. Ну и чтобы не было нам слишком грустно, я вам сейчас покажу, что есть красивенькое у меня здесь. А красивенькое у меня здесь, вот такая вот прелесть. Смотрите, Мету Драгон Личи. Мету Гиган Драгон Личи. Смотрите, какая прелесть. 2 бутончика, первое цветение. Я, кстати, недавно прям сильно ливанула воды, но не стала выливать и переживала, чтобы корни не сильно переувлажнились, так как закрытая система. Ну, вроде ничего. Но это невероятной красоты орхидея. Посмотрите на нее. Видите? Девчонки. Класс, да? Класс. Ну, вот такая вот. Не пахнет, по-моему. Не, она не ароматит. Ну, может быть, вот в первые утренние часы там чуть-чуть там какой-то есть не сильный, цветочный такой приятный аромат. Но она красивая. И она не одна. Сейчас покажу вам еще. С ней на этой же полочке. Вот так я вам ее покажу. Еще вот так потрогаем ее. Очень восковая, плотная, перламутровая. С ней рядом еще я вам показывала уже несколько раз. Но покажу, пока они цветут. Они, конечно, долго держатся, но пока они еще имеют такой декоративный, красивый вид. Ой, боже, девочки, вот держишь, как будто это какие-то пластмассовые такие, знаете, пластиковые цветы. Это Метусан, без гига. Так, девочки писали мне про моего красавца. Вот еще 2 бутона. Микки Пич. Да, вот смотрите, вот эта мутация, получается, и есть. Вот она там внизу, вот такая какая-то незатейливая фантазия. Я ее называю не мутация, мутация некрасиво, фантазия, там какая-то фантазия. И вот такие странные, интересные бутоны. Вот такие вот, видите? Вот так вот они. С рюшиком бутончики. Вот так вот зацветает Микки Пич. Видите, там вот что-то там собралось, галстучек. Потом он расправляется, и вот такое получается. Так, и смотрите, аромат в жару не сильно ясно слышен. Это тетраспис, мой кофе. Цветет здесь на 2 цветочка. Жарко ему, и цвет не такой темно-коричневый, как обычно бывает в межсезонье. Но все равно красивенький. И они со специозой вкусно пахли вместе. И цвели, в принципе, плюс-минус в одно и то же время. Но, увы и ах. Так, ну больше цветущих, кроме вот этой дамы, у меня здесь нет. И кроме вот этого красавца, который доцветает, моя несостоявшаяся бабочка, но радует меня. Вижу, он листик растит. Повторюсь еще раз, это та орхидея. 4 орхидеи я пересаживала. Все посадила в кору и мох, а эту просто обложила мхом. И ей очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Любит, видимо, попить. И здесь вот она 1 бутончик решила еще дорастить. Ну, такое.
летний каприз. А это у меня спрашивают, Аня, как звать? Девочки, не имею понятия. Какой-то гибрид из нашего сельпо. Муж купил, увидел, говорит, какая-то интересная орхидея, необычная. Просто среди, необычных, среди коммерческих вариантов, среди привычных глазу орхидей, его глаз отметил для себя, зацепился вот за эту орхидею, потому что она действительно необычная. Он ее купил. Ну, она по утрам чуть-чуть ароматит, но не сильно. Классненькая. А так, девчонки, все растут, все нормально. Здесь еще вот такая вот желтенькая красотка. Тоже не знаю ее имя. Но уже тоже выцветает из-за теплых, высоких температур. Так вот. Летнее цветение, не сильно рясное, но почему-то метушки вот цветут вот в такую вот жару у меня. Не цвели зимой, а зацвели именно сейчас. Странно, да? Очень странно. Хотя вот эта Метусан, она у меня цвела и зимой. А у нее даже было, вот видите, сколько у нее цветоносов. Вот раз, два, три, четыре или даже один цветонос усох. В общем-то, 5 или 6 цветоносов было, несколько я срезала, он засушил их. И вот он цвел на каждом цветоносе по 2-3 цветочка, было пышнее летом. Не летом, а зимой. Зимой было пышнее. Но сейчас вот так. В общем, этот, конечно, мне очень нравится, красавчик. И есть у меня еще личи. Но личи у меня, вот он, по-моему, я не туда пошла искать. Личи приехал, ой, я его полила, красавчик. Гигант Драга, нет, это личи, а свити, вот этот свити. У меня сейчас начался у него активный рост по корням. Он приехал цветущий. Ну вот цветоносик жив. Но пока он не собирается цвести. Было бы интересно посмотреть их в сравнении. Мне кажется, что они очень похожи. И свити, и личи похожи, но я по памяти вспоминаю, кажется, что вот этот был немножко тон глубже, темнее, мне так кажется. Но будет интересно посмотреть на них, когда они одновременно зацветут. Такой вот крепыш-малыш. Политый. Все хорошо у него, он полит. Все, друзья мои, всех обнимаю. Жду вас в комментариях. О, я забыла вам показать еще одного красавца, который действительно ароматит ярче, чем остальные. Это, смотрите, какой красивый фаленопсис Ruby Diamond. Так он называется. Мету Кинг звать его. Но так как он от Алюры куплен, то у Алюры он Ruby Diamond. Садовник Алюра. А вообще это Мету Кинг. Тоже, смотрите, какой лаковый красавчик. Вот он ароматит прям, мне кажется, розой. Прям очень вкусный аромат у него. Мне очень нравится. Тоже он каждый сезон не пропускает. 1-2 цветочка дает. Красавчик. Видите, какие они красивые, метушные гибриды. Интересные, необычные. Ну вот есть и такое. И такая линейка фаленопсисов у любителей орхидей. Мне было очень интересно, как цветут метушки. И вот парочку я прикупила. Было у меня желание купить Золушку Синдерелла от Мету. Но потом, рассмотрев ее поближе на видео, на картинках, я решила оставить эту затею. Вот. Видите, какая структура там у него, прорисовка. Есть такие вот еле заметные глазу поперечные полосы. На этом цветочке он уже позже
открылся, у него такого не видно. А вот это свежий цветочек, он имеет, видите, немножко фактурный. Рисуночек у него есть такой, в полосочку. Все, друзья мои, всех обнимаю, всем мира и добра. Конечно же, надеюсь, что когда-то мы с вами полюбуемся цветением Будда Treasure. И это будет вау событие на моих орхидейных полочках. Всех обнимаю. Пока-пока. Всем мирного неба и крепкого здоровья.